Друзья, всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Вы на канале Шеф Готовит, и с вами я, Мухаммад Муртазалиев. Сегодня для меня очень знаменательный день. Сегодня необычный видеоролик. Мы не будем с вами готовить, не будет здесь видеорецепта. Сегодня видео пройдет в формате интервью. В этом интервью я буду отвечать на часто задаваемые вопросы от моей аудитории, то есть от вас. Интервьюером будет выступать Рагим Вагабов. Многие из вас, я думаю, его знают. По нашей старой рубрике Degustation Рагим часто приходил к нам в гости, и мы с ним снимали эту рубрику. Так вот, друзья, в этом видео, как никогда в жизни, я нуждаюсь в вашей поддержке, то есть лайк, комментарий, для того, чтобы это дало такой актив в видео. И мне бы хотелось, чтобы это интервью посмотрела большая часть моей аудитории, и чтобы услышали ответы на свои вопросы. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Постарайтесь это видео посмотреть дома, на телевизоре, не в спешке, в свое удовольствие. Что-нибудь вкусненькое тоже возьмите и попробуйте проникнуться этим нашим общением. Все, желаю приятного просмотра. По типу мы не виделись. Салам алейкум. Алейк салам. Я очень рад тебя видеть. Взаимно, взаимно. Как законопослушный, пристегнись. Все, понял, принял. Так. Как у тебя? Я вот так сделаю сейчас, смотри. Да. Полностью фарш делаю, знаешь, чтобы это здесь было, это вот так было. Все четко. Как у тебя дела? Все бомба у меня. Я, честно говоря, рад, что ты меня пригласил. Я очень рад, что ты согласился и пришел помочь снять мне видеоинтервью. И знаешь, начало должно быть приятным, правильно? И ты меня из-за этого позвал, типа вот, чтобы они посмотрели, вот приятное начало. Да, ну еще сейчас мы его бустанем. Как? Как? Ты, Рагим, вчера же машину купил. Ну. Это небольшой такой, да? Шалей. Базару нет. Открой, посмотри, что это, братишка. Носки. Да нет, что за носки? Не, да. Это брат. Антонио Бандерас. Все, пользуйся. Ты мою кличку откуда узнал? Я чувствовал. Приятно. Вот молодец, да? Позвал. Начал с приятного. И красиво сделал. Старшему. Все. Сейчас не будем душиться. А так, прикинь, да я как просто закинул эту тему. Предысторию расскажешь? Про визаж? Нет. Про духи. Ну, как это было? Как вообще произошел разговор? Мы, короче, вышли с машины, подъехали к кофейне выпить кофе. Да. И ты сказал, надо было надушиться, чтобы в выпуске вкусно пахнуть. Приколи, да. Вообще же разговора не было за духи. Я просто вот эту, я шутку сказал, типа, надо надушиться, говорю, чтобы в ролике мы этот хороший аромат был в ролике. Такая шутка была. Да. И прикинь, я как... до того, как я подъехал к Рагиму, я заехал в Визаж и купил ты что за зверюга? Большой подарок. Прикинь, вот так совпало. Это называется, как это называется? А так, раз ты меня позвал даже, да. Мне на самом деле тоже интересны были вопросы. Почему я вообще тоже хочу сказать небольшую предысторию, почему он именно меня позвал. Давай я расскажу. Я являюсь большим поклонником этого канала Мухаммада М. Токио, вот, на который мы ходим. Даже этот, да, шеф готовит. Были моменты, когда он проседал. Даже ты переставал снимать и так далее в таком формате. Я ему всегда звонил, говорю, почему ты не снимаешь? Да, было не раз. Даже? Да, было. Такие 20 минут, я помню, разговоры по телефону длились. Да. Я говорю, он говорил, все, надо, начать, надо туда-сюда. И вот поэтому я думаю, я не просто так. Именно я очень в тему в этом. Я знаю много чего. Мне интересно, что спросить, если у тебя... Еще знаешь, что интересно? То, что у самого основания зарождения канала ты стоял с рубриками Degustation. Ну да. А ты тогда не снимал, да, в лицо? Свое не показывал, да? Нет, мы снимали как-то. Нет, имеется в виду, вот ты помнишь, говорил, что там на камеру чуть сложно мне было, или не было, или это не то, или это мне приснилось? Это не я, по-моему, был.
Это татарский, может, был? Татарский, наверное. А так, почему, вот мне интересно, вот раз уже мы сидим, едем, мы еще в Каспийск едем, да? Да, я тебя Да, пока мы будем ехать, пару вещей надо нам обговорить. Давай. Касаемо твоего канала. Это вещь, которая меня, в первую очередь, давно интересует. Почему ты перестал снимать выпуски? Почему я перестал снимать выпуски? Ты знаешь, как-то вот... Ну, у тебя так шло даже. Да, нормально шло, и просмотры хорошие собирали. Именно кулинарные тоже видеоролики начали набирать хорошие просмотры. Перестал, ты знаешь, Рагим, больше всего послужило это мой лишний вес. Я один момент очень жестко набрал из-за... много лишнего веса набрал из-за вот этих видеосъемок с рецептами. Угу. Я весил почти 100 килограмм при своем росте 1,69 м, 1,70 м. Мне было уже прям некомфортно конкретно. И когда ты снимаешь фуд-контент, там кульминация в чем? В том, что ты в конце видео сел и кушаешь то, что приготовил, и человек смотрит и поднимает себе, да, тем самым аппетит. Получается так, что кадр там не тот, ракурс не тот, переснять, заново укусить. И это все же калории. И у меня склонность к полноте, Рагим, и вот это одна из не причин. мне тебе рассказывать, да? Да, не мне тебе рассказывать. Одна из причин, это потому что мне было сложно со своим здоровьем вот это справляться, с лишним весом. Я вот взял тайм-аут, думал, что взял тайм-аут. Хорошо, я тебе знаешь, что? Ты-то, у меня вот есть интерес, чтобы вот, это не просто был какой-то ролик, где мы едем, общаемся и так далее, да, может, и так это предполагал, но у меня другие были цели на этот ролик. Так. Я тебе буду тяжелые, там, вот, например, у меня сейчас возникают вопросы, которые, в принципе, если я тебе буду задавать, может, это к чему-то приведет больше, даже какой-то, ты подумаешь, базар нет на самом деле. Возможно, да. Вот ты говоришь, типа, перестал снимать из-за этого. Но ты потом же спортом занялся даже, Да. в моменте. Спортом занялся, питание и так далее. Да, по сей Есть день очень много людей, которые там калорийно считают еды и готовят и показывают вот эту вещь. То есть ты, в принципе, мог продолжить снимать фуд-контент, объясняя это тем, что я сейчас занимаюсь, и ты еще нашел бы дополнительную аудиторию, которая бы с тобой шла бы, может. Могу объяснить тебе. Объясни. В общем, у меня то ли алгоритмы канала, то ли целевая аудитория людей, которые любят, знаешь, такую жирную, прям вот смачную, такую большие порции, чтобы стол был накрытый, по-кавказски, короче. Я пробовал такой формат рецептов, там, который ты сейчас говоришь, там, правильное питание, рыба на пару. Брат, эти видео вообще не заходят. Они не набирают просмотров. Начинаю я готовить там что-то, шашлык или там что-то запекать, ногу. Это уже нормально. Сразу, да? И вот ответ на твой вопрос. Полезная еда вообще на моем канале не набирает. И дело, я думаю, тут не в том, что я как-то это некачественно снимал. Я от ролика к ролику всегда старался снимать качественно, улучшать контент. Какие-то оператор Гаджи Ахмед стабильно прогрессировал, постоянно он прогрессировал, смотрел какие-то там видеоуроки, какие-то видеокурсы проходил. А как вообще ты, почему, если так взять, да, у тебя канал там 500 000 даже? 500 000 подписчиков, да. Вообще ты как решил, что надо ютубом заниматься? Когда ты ютуб вел, это было до пандемии? До пандемии. Да, до пандемии, потому что я помню, там у тебя хайпы были в 2020 году. До пандемии, вообще не было бума на YouTube, а ты снимал. Вообще идея была создать канал у меня очень давно. Просто возможности не было. Возможности в каком плане? Не финансовом, а вот физическом. У меня не было времени. Почему? Потому что все свое время я тратил на МТОКио, на бизнес, то есть на развитие. Я его автоматизировал, как говорится. И у меня не было просто физически времени на то, чтобы создать канал. А канал я хотел создать, так как я раньше работал, да, поваром и готовить умею, мне это нравится.
Короче, кулинарный... Мне было что показать и рассказать именно в фуд-контенте людям. Ты, короче, вот у тебя была цель, если я буду делать YouTube, это будет кулинарный влог. Да. Другого ты не рассматривал. Да. Я потому что, еще со школьных времен, как говорится, любил дома посмотреть. Раньше, помнишь, вот эти телепередачи? Смак. Смак там. Это вот мне вот прям нравилось. Откликалось, да, как сейчас Оливер, говорят. Да, ой, блин, Джейми Оливер. Да, Джейми Оливер тоже помню. Что-то, когда у меня кабельное телевидение на хате появилось, я тоже Джейми Оливер смотрел. И я вот смотрел, и мне было очень... Тогда же не было стримеров всяких там... Понял? Вот на таком контенте я рос, и мне вот этот контент нравился. Почему шеф готовит? Ты тогда шефом уже был? Ты знаешь, не потому что... Ты вообще шеф-поваром работал, да? Получается. В одном заведении. Раньше было заведение вот на Буйнакского, там, помнишь, кофеман? Да, помню. Там Калипсо сейчас, что ли? Да. такое. Итальянское что-то там сейчас. Я там недолгое время проработал шефом. И все такое, все, шеф готовит. Я не считаю себя шеф-поваром. Я вообще, шеф-повара это гиганты, я от них далеко. Я умею готовить на дровах, на углях, там, понял, такая, выездная вечеринка, это мое. А почему шеф готовит? Название, я же у себя как бы на работе руководитель, шеф. В таком формате. Как шеф-повар? Да, что за шеф? Идея была такая, то что, вот, например, у меня же тогда, моя аудитория тогда была, мой персонал. М-Токио. Люди, да, которые знают, что вот это владелец нашего там места, где мы работаем, и я был их шефом. И как-то идея пришла, вот так, шеф готовит. Но не в том, но многие понимают это, вот как ты говоришь сейчас, то, что типа шеф-повар. Нет, я не шеф-повар. Видишь, да? Интересно. Я тоже думал, что ты шеф-повар. Или по городу встречают там: ассалам алейкум, ты же этот шеф-повар с Ютуба. Как ты думаешь, что послужило толчком вот этого роста твоего канала? Ты помнишь вообще вот эпизод, когда ты снимал, и там не шло, и в моменте бах. Обычно так происходит. Да, это очень интересная история. Я просто всех, кого знаю, у всех так было. Они снимали, и не идет, и в моменте оно начинает вот так резко, геометрической прогрессии расти. Да. Это интересный случай был. Вот все же знают Хазбика, да? Он Хазбулла. Да. Хазбулла сегодня легенда. Это 100%. Мировая известность, правильно? Мировая известность. Мировая легенда. Мировая легенда. Один из самых популярных людей, наверное, России он. Один из самых узнаваемых россиян в мире. Вот так будет правильно сказано, да. В общем, мы раньше были с ним соседями, да. И как-то... Помнишь, наша рубрика была «Дегустейшн»? Да. Я тебя приглашал. Да. Цулика приглашал. Даргидос, по-моему, ко мне приходил. Это уже я точно не помню. В общем, приходили более-менее локальные такие блогеры, которые известны здесь. Да, в нашем регионе. И я хотел разбавить свой контент, фуд-контент, вот такой рубрикой, которая выпускалась тоже на канале «Шеф готовит». Для чего я это делал? Смотри, я тогда и помню, я снимал в Дома Плейс с гостями. Это что? Ты не помнишь, где я сидел и гость, и мы обзор на какое-то блюдо делали? Ну. Это после меня ты начал снимать дегустейшн? Да. Я вообще твой фанат был, я любил смотреть твои обзоры на еду, только я это сделал чуть-чуть под своим соусом. Ты сделал это как больше передачу. Да. А для чего вообще суть этой передачи была? Я хотел за счет... За счет блога на канале в Ютубе сделать такой небольшой маркетинговый ход за счет своего заведения. Узнаваемость заведения повысить, так как YouTube смотрят не только там местные, но и там в России, страны СНГ, и поэтому туристы, которые в будущем приезжают, я вот на это ставку ставил. Ты понял? Обрати внимание, у тебя получается, небольшая, но цель была именно через влог прокачать бизнес. Да, и личный бренд. Да. Вот. Я думал один день, кого же позвать из гостей. Тогда вышло видео, где Хазбик
покушал клубнику и сказал: клубника бомба, честно говоря. И это завирусировалось. Вот как сейчас Атарский завирусился с этим кофе. Вот на тот момент аналогично только Хазбик со своей клубникой. И мне, думаю, и знакомый, и как-то давай приглашу его, с ним посидим. Он тогда такой был, знаешь, как чуть скованный, застенчивый. Прям вот... Это не сегодняшний Хазбулла, это был Хазбик. Дело, да. Сегодня он Хазбулла. И тогда это был Хазбик. Я его пригласил, он, знаешь, откликнулся. У него на тот момент, по-моему, уже около 100 тысяч подписчиков в Инстаграме набралось. Надо еще напомнить, что у него сколько аккаунтов блокировалось даже. Это было уже после. Да? Это после. И получается, мы с ним отсняли дегустейшн, и там вот эта легендарная фраза он выдал: иногда хипишь, иногда кайфую. И это видео... Да, это вот прям тоже, это начало разрывать. Этот ролик набрал несколько, по-моему, миллионов на Ютубе, моментально, очень быстро начал набирать. И подписчики... у меня был канал, там, до 10 тысяч подписчиков. И у меня буквально за неделю большая аудитория собралась. То есть уже... Ну, с 10 до 100 ты набрал... Можно сказать, что ты набрал быстрее, чем от 0 до 10? Как это? Ну вот, от 0 подписчиков до 10 тысяч. Да, 100%. И от 10 до 100 тысяч. Да. Даже? Да, очень быстро. За 10 дней. Вот да. я же это и говорю, что вот представь, как тяжело было 10 тысяч набрать. Одно видео полностью поменяло всю историю в плане узнаваемости, в плане жизни, да, канала. Просто выручка заведения в Токио. Было, знаешь, не единичный случай, когда люди приходили и говорили: это взрослые ребята, спортсмены, такими перебитыми ушами. А за каким столиком сидел Хазбулла с Мухаммадом? И что они, вот этот коктейль, сливочная малина, что ли? И эту пиццу нам вот это вот тоже так самое. же вот этот стол накройте вот за этим столиком. Да, именно за этим. И они, знаешь, что, они фоткались, выкладывали, отмечали нас, шутили, там, иногда хипишь, иногда кайфуем. И вот очень много было от этого, знаешь, посетителей в заведении. Вот сила, да, контента. Приколи. Хотя я на это видео вообще ставку не ставил. А почему ты тогда Хазбика позвал? Ну, ты просто интуитивно это сделал, даже у тебя не было там маркетинговых каких-то целей, стратегий. Задача была просто... Пошуметь? Нет. Просто сделать выпуск очередной дегустейшена. И как интересный гость... ты искал интересных гостей, думаешь, вот его-ка я позову, да? Да. Вот и так. У меня был на этой рубрике покойный КВНщик. Халил Мусаев. Халил Мусаев, да. Тоже с ним по душам поговорили. Очень интересный выпуск был. Потом ты еще с Хазбиком снимал, да, выпуски? Да. Я увидел то, что аудитория растет. Но, знаешь, это была не целевая аудитория, которая, вот знаешь, они любят... Эти люди все время пишут, даже по сей день... Что там Хазбик? Они меня где-то в городе встречают. А где Хазбик? Они не понимают то, что это не мой родственник, не мой близкий там друг или кто-то. У нас с ним вообще... С Хазбиком так на связи в плане вот работы держаться, это очень сложно. Потому что у него свое видение. Свое видение, свой характер у него. Он прям такой, он с характером парень. Хазбулла. Зверюга. Почему ты перестал снимать? Вот это послужило, типа, вот ты же говоришь, типа, это не моя аудитория пришла, и типа ты перестал снимать не только именно с Хазбуллой, а вообще в целом такого рода. Ты еще этого звал Лимон, да? Да. Ну вот тут уже ты подумал, так, с Хазбуллой залетело, надо такого интересного, который шумит в соцсетях. Тут уже да. Да, и ты... Вот такая воровская. Еще это не был. Почему? Бабуля. С такой этой целью подошел и его вытянул даже. С ним тоже залетело. С ним тоже хорошо набрало, да. У них тогда... Сейчас, по идее, Атарский тоже был бы, не? Потенциально на дегустейшн. По идее, да, но эта рубрика, я считаю, что уже осталась только в истории, и как-то ее понял. Возобновлять это же не Comedy Club, который десятилетия. Если правильно посидеть, подумать, то как-то возродить можно, конечно, 100%. Ну, может быть, да. Получается, ты перестал снимать такого рода только из-за того, что не твоя целевая приходила? Или просто ты типа уже, не хочу я? Нет, ты знаешь, не только
по этой причине. То, что и не целевая, в принципе, тоже. И, Ну хорошо, по ладно, сути, не целевая, но на тот момент, когда монетизация была на Ютубе, целевая, не целевая, просмотры тебе капали деньги. да, оплата была хорошая. Да. Поэтому, наверное, так тоже так принципиально в стойку становиться, а нет, Вот- это не моя вот, целевая. Вот у меня такой какой-то, прикинь, сдвиг был в голове, типа, это не мой контент. Думал, с Хазбиком чуть пошумел, там на квест пошли, день с Хазбулой провели, пошли в парке Я покатались. помню ролик, очень сильно запомнил я, где ты говорил, весь день говорю ему «да». Да. Вот это мне понравился ролик. Они хорошо набирают в Ютубе просмотры. И я думаю, как ведущий, хоть на тот момент я был сырой, но у меня был потенциал именно в этом контенте тоже. Просто я как-то думал, типа, канал «Шеф готовит», больше про еду, и оставил вот эти все затеи с вот таким контентом. Думал, буду строго себя позиционировать как повар. Короче, да. Основная цель это типа вот просто раскачать свой бизнес или раскачать свою медийку. Цели вот несколько было. Основные, да, я думаю, как и у многих других блогеров, повысить узнаваемость, да, своего лица. Ты блогер, что ли? Ну, активный пользователь, да. Повысить узнаваемость своего заведения. И, знаешь, и такой заработок приятный, когда к тебе там обращаются рекламодатели. И у тебя там солидное число аудитории на канале, и ты называешь сумму за рекламу, за рекламную интеграцию, и это, ну, для меня как-то считается, это очень такие легкие деньги. Ну хотя по факту это не легкие, да? По факту нет. Если так спрашивать, это сегодня, ну, на тот момент мне, например, могли заплатить там 100 тысяч рублей за рекламу, когда уже ролики хорошо собирали просмотры. И я думал, это вообще вау. Потому что я же привык чуть другим трудом зарабатывать деньги. И для меня, чтобы заработать на тот момент 100 тысяч рублей, это нужно было, ну, нормально так постараться выполнить какую-то работу. А тут, прикинь, вот у тебя сегодня съемочный день, ты снимаешь свой запланированный контент, там интеграция рекламная, и у тебя вот за один день 100 тысяч рублей. Еще. Да, плюс 100 тысяч рублей на тот момент. Это такой мотивация служила. Вот раз ты заговорил про вот эти 100 штук даже, надо тему эту поднять, чуть денежную, да? Развязать. Да. Можно было просто эту тему снять, один рилс и все. Давай. За бабки. Ты вот так можешь открыто говорить сейчас, или там не по кайфу, нет уже темы? Нет. Сколько вот, просто мне самому интересно, сколько YouTube мог приносить денег в плане того, что с монетизацией можно зарабатывать на YouTube. На тот момент. До того, как эти блокировки, вся суета началась. До санкций, короче. Да. Получается, сколько можно с монетизацией YouTube зарабатывать и сколько можно с интеграцией зарабатывать. И в среднем это месяц, сколько какая-то цифра. Ты знаешь, это зависит уже от твоей активности. Не, ну вот твоя, мы же про твой канал говорим. Вот у тебя был канал, ты снимал 4 ролика в месяц, да, или больше, или меньше? И иногда 6 снимал. Ну, возьмем в среднем 5 роликов в месяц. 5 роликов снимали мы в месяц, да, стабильно. 5 роликов в месяц, у тебя на канале канал 100 тысяч. Даже? Канал 100 тысяч, да. 100-тысячный канал, 5 роликов в месяц выходило, и вот за 5 роликов за месяц YouTube монетизация составляла 200 тысяч, 300 тысяч, 350 тысяч. Чисто YouTube тебе давал бабки? Это без рекламных интеграций, которые частники мне оставляли заявки. Это чисто вот за просмотр, я тебе назвал сумму. Представь, условным сейчас другим площадкам, как ВК и прочим, как тяжело будет конкурировать, да. Ну да, я не знаю, вот с Ютубом конкурировать кому-то очень сложно будет. А сегодня есть какая-то схема, по которой можно с монетизацию делать? Это если у тебя, например, канал не российский и аудитория не российская, да? То эта монетизация будет, да, проходить? Сегодня у меня будет монетизация за любого зрителя, который проживает не в России. А если канал зарегистрирован в России, ничего страшного? Ничего страшного. Да? Главное, вот, чтобы зритель не проживающий. Вот меня будут смотреть сейчас американцы. Я снимаю в России, у меня канал зарегистрирован здесь. Вот это, например, видео, сейчас американец посмотрит, и мне за него заплатят. You understand?
Этот... Brother, Listen to me, please. listen to me, please. One просмотр. $1 for my карман. Рагин, И из интеграции сколько в месяц? 1, 2, 3, 10? давай этот... В среднем, да? У меня один момент было так, что... Контракт был, да? был такой интернет-магазин «Шелковый путь». Он сейчас тоже есть. Вот я тебе скажу, знаешь, ничего им не интересно будет. Они просто хотят, сколько ты вот... 300 штук ты сказал? Так. И они еще одну цифру хотят услышать. Примерно это в месяц рекламной интеграции 100-200. Нет, там до 500 доходило тоже. Ты серьезно? Да. В месяц? В месяц, да. А это Ты чисто... меня даже не накрывал тогда? Ты Извини, вот так сейчас поднимал? исправимся. Сейчас исправимся. Ну хорошо, Смотри, сейчас духи хотите. Вот перед тем, как вот эти санкции все появилось, ну, вообще появились на этот свет, я знаешь, что думал? Мне, короче, один месяц, это был декабрь, в феврале же началась 20, а это был декабрь, получается, за пару месяцев до того, как вот эта вся история с СВО получилась. Мне пришел, в общем, я так заработок с Ютуба почти 1 000 000 рублей чистыми я заработал. Это с рекламными интеграциями, это, получается, с монетизацией. Я около 1 000 000 рублей за месяц. И знаешь, это еще при том, что я не особо так старался в том плане, что видео сняли. Просто снимал, как снимал. Снимал? Как шло, так шло, да? Мы сняли где-то роликов 5 за тот месяц, плюс-минус. И они все почти залетели. Почти все залетели. И вот такой... Я вот в тот момент, когда этот чек снял в конце месяца, я знаешь, что подумал? Им Токио взгреть, что ли, кому-нибудь? Я только хотел спросить у тебя... хотел спросить, типа, наверное, сильно просело желание заниматься бизнесом, когда ты вот так начал поднимать с влога? Я думал, реально кому-нибудь на этот разыграть им Токио среди подписчиков. Это, были такие мысли, хайпануть вот так. Еще знаешь, какой момент, раз мы уже обговорили эту историю про как монетизировал ты свой блог. Сегодня это сколько сильно просело? 0? Смотри, если я буду сегодняшним днем активно снимать видеоролики, выпуски свои на канал и выпускать, это как в плане монетизации, чисто оплата за просмотры зрителя, это как рулетка. В том плане, куда залетит этот ролик из-за границы. Там, у каждой страны у Ютуба есть своя оплата там. Понял? За то, что они смотрят. Одна из самых высоких оплат это за американского зрителя. Вот залетит в Америку, то заработаю. Но то, что он залетит куда-то в другую страну, это маловероятно. Знаешь почему? Потому что я же на русском разговариваю. Там нужны субтитры. А вот люди... Если я еще молчаливые ролики снимал бы, это куда ни шло. Но сейчас это делать неправильно будет, потому что у меня канал заточен под меня в том плане, когда я разговариваю, объясняю, показываю. И в итоге сколько? 0. Если вдруг появится какой-то рекламодатель, если вдруг... Чего не сдаете сегодня? Нет, сегодня реклама стоит 100 000 рублей. Недорого. Ну и просмотров тоже не особо там много. А так попадается рекламодатель. И сейчас, знаешь, в последнее время рекламодатели торгуются. Раньше не торговались. Это откуда пришло к нам? Начинает рекламодатель торговаться, и приходится торговаться. А так, нету заработка с YouTube. У меня лично сейчас, у моего канала нету заработка. Так, мы еще куда-то приехали, да? Да, мы приехали вот заведение. Сидеть, погудеть, аккуратненько. Кофе, мофе, все дела. Это же не конец, что ты скажи им, что сейчас мы дальше. Да сейчас, да, мы сейчас телепортируемся на другую локацию. Бомбовое место, честно сказать. Я первый раз здесь. Нравится? Видно море, да. Люди купаются, да. Октябрь месяц. Для наших зрителей скажу, мы сейчас находимся в городе Каспийск, в ресторане «Белуга». Ресторан находится при отеле «Азимут». Очень крутая локация. Тут у нас такая панорама. Видно... Говори, я начал. Видно море. Тут бассейн. Просто по кайфу заведение, да? Так скажем. Рекомендую, кстати. Для серьезных встреч.
Просто прийти, отдохнуть, вкусно покушать, насладиться видом из окна. Сейчас покушаем вкусно, не? Да, Аккуратно. ресторан «Белуга». Я тебя, Рагим, куда попало бы не привел. Сам знаешь, старший. Кулачок. Приятного аппетита. Заказал, Рагим, сегодня что? То же, что и ты. Я сказал, то же самое сделать. Шашлык из осетрины. Как тебе, Рагим? Бомбочка. Приятного, брат. Ну, я тоже попробую. Мы сейчас, получается, приятное с полезным даже продолжаем наш разговор. Ну, у нас без застолья, когда мы с тобой встречаемся, у нас без застолья не бывает. Красиво. Смотри, мы остановились на том, что монетизации нету с Ютуба сейчас у тебя. Да. Но плавно я бы хотел еще и, знаешь, про что поговорить? Про YouTube твоего папы. Угу. Потому что я когда кому-то показываю, я говорю, вот это вы знаете, я говорю, это канал, говорю, это дагестанца канал. Говорю, как 1 миллион подписчиков. Да, 1 100 000 там уже, по-моему. 1 100 000 Big Chef Cooking. Big Chef Cooking, да. Это канал. Как вообще, почему он появился канал? Как папа решил сам снимать, там, с родители сами решили? Или ты их надоумил на это все? В общем, я построил беседку. Мне нужна была съемочная площадка. Появилась идея построить беседку. На тот момент, это, по-моему, 17-й год был, около 2 миллионов рублей я потратил на строительство беседки. Там тоже панорамные окна. Это уже самая, наверное, популярная беседка вообще в Дагестане. Как бы, не знаю, я там не был. Чё? Вот как раз есть повод теперь там посидеть. И как-то я сидел и думал, мысли пришли такие в голову, так, съемочное место есть, там беседка, оборудование для съемок есть, оператор хороший есть. Почему бы не создать отдельный канал, уже знаешь как, не только который будет заточен под русскоговорящего зрителя, а молчаливый контент, то есть молча там готовят, как это контент называется? Такой, да, молчаливый контент. То есть где просто вот типа как АСМР, человек сфокусировал свое внимание на том, что делает автор там канала. Ну ты это видел, какие-то каналы же есть? Я видел, примеры таких каналов есть. И они набирают хорошие, на то время набирали хорошие просмотры. Тенденция роста была крутая. Вот именно такого плана каналов на Ютубе. И у меня отец тоже любит готовить. Всегда у нас были застолья. Вот когда вот родственники собираются, отец у мангала. Вот такой семейный, да, добрый вайб. И я как-то с отцом поговорил. Я говорю, ты не хочешь со своей работой уйти? Я создам канал, ты будешь зарабатывать, будете дома с мамой, вот здесь беседка, готовить, кушать. Он сначала как-то так... да, не до чуда, нет. И да, я его пригласил на свой один из выпусков, приготовили блюдо, там какое-то блюдо приготовили, в общем, на казане. Я озвучил то, что своим зрителям, типа, как вы смотрите на то, чтобы мой отец создал свой канал, было бы вам это интересно, и был хороший отклик. Схитрил, короче, ты. Потому что ты знал, что папу поддержат по-любому. Да. Это, знаешь, это надо чувствовать аудиторию. Я считаю, что у меня есть вот это чувство аудитории. Много есть моментов, которые я, например, вырезаю сам, проверяю, когда монтаж. Понимаю заранее, какой комментарий может зритель написать. Мне же, я думаю, каждому приятно, когда... А хейт бывает у тебя? Хейт? Да, был. Сейчас к теме с хейтом вернемся, расскажу. Было пару раз, когда сталкивался с хейтом. И, в общем и целом, создал отцу канал. И ты знаешь... у него вот аудитория, у него полностью там Америка, Бразилия, Индия много смотрит его, Канада смотрит, и Россия тоже смотрит. И ты знаешь, и вот такими темпами он начал хорошо зарабатывать. Кстати, он сегодня зарабатывает с монетизацией. А интеграции нету рекламных? У него нет, ни разу не было. А почему? Потому что, ты знаешь, там же... непонятно он с какой страны. На какую страну делать упор? Да, непонятно. на какую страну делать упор. Поэтому чуть тут круг рекламодателей конкретно сужается. И по этой причине в основном все хотят, чтобы о продукте рассказали, там, его продемонстрировали. А есть вид рекламы нативный, вот как в фильмах мы смотрим, там кто-то там часы засветил, там колу выпил, не говоря об этом продукте ничего. Есть такой вид рекламы. Но отцу еще не попадался он. В общем, подключилась потом мать. Она стала ему помогать, потому что это не так просто взять, снять видеоролик с рецептом.
это надо рано встать, поехать на рынок, закупиться там продуктами. У тебя же были видео, где ты на рынок ездишь, покупаешь, да, вот они тоже. С... Кстати, узнаваемость отца очень такая крутая, если честно. Вот они часто ездят с мамой отдыхать куда-то там в Пятигорск, Кисловодск. В Чечне они бывают, в Грозном. И вообще по Махачкале. Вот где они бывают, их узнают, прям конкретно узнают, да, с отцом фоткаются, в любви признаются, мы вашу семью любим, там, на вас очень приятно смотреть. И даже если ты как-нибудь зайдешь на любой из их видеороликов и, ну, почитаешь комментарии несколько, брат, там с разных уголков планеты пишут такие теплые слова. И вот я периодически, когда свободное время есть, захожу почитать. И мне очень приятно бывает. Так что это не только про деньги, а это такое, знаешь, какое-то, не знаю, душевное дело, которое вот им вот зашло, вот им нравится снимать. Они и мама, и папа кайфуют с этого и снимают в неделю 3-2 ролика. Вот так. 2-3 ролика каждую неделю они снимают. Но у них хейта нет, у тебя был хейт. Да, у меня хейт был. Почему? Из-за того, что на хайповую тему, наверное, залазил, да? Бомбу я придумал, ты рассказываешь, а я сижу кушаю. Ты очень гениальный человек вообще, начнем с этого. Спасибо. С хейтом я сталкивался на моей памяти 2 раза. Один раз это когда касалось Хазбика, а второй раз, когда касалось Абу Бандита. Абу Бандита что? Ты Абу Бандита не знаешь? Ну, а ты при чем? Я его как-то раз приглашал. Вот расскажу сначала, какой хейт был из-за Абу Бандита. Имя его Надыр-Шах. Парень, я не знаю, думаю, ну, многие должны знать. Который шафл танцевал. Да. Один момент он прям в трендах был, набирал просмотры. У нас не принято вот так на улице танцевать, моросить. У нас в то время, тем более, когда это был, наверное, какой год? 11, ой, 21, 22, наверное. Не-не-не, именно когда он гремел, наверное 16-й год был. А, серьезно? Да-да-да, вот как раз и только им открывал, смотрел эти его видео в Инстаграме. В общем, его загасили конкретно, он прям вот удалился везде, и он пропал. Потом через время вот есть один певец, я забыл, как его зовут. Газан. Газан, да, точно. Он, короче, эту тематику Абу Бандита, его образ вернул, короче. И опять-таки, ну, Газан, он не дагестанец, для тех, кто не в курсе. Он с Москвы, по-моему, парень, который блогер. И музыкальный блогер, короче. В общем, он тему возродил, она у него пошла, и Абу Бандит вернулся. И мы с ним как-то пересеклись, и он говорит: Мухаммад, я там хотел с тобой увидеться, хотел бы с тобой попасть на твою рубрику Degustation и объявить о том, что я вернулся. Это уже был, какой год? 22-й, наверное, да? 22-й, 21-й, плюс-минус. Вот. Я говорю, все, думаю, я про себя думаю, так... Хайпанем. Абу Бандит как персонаж интересный, хайповый, прикольный. Почему бы с ним не посидеть и не снять рубрику? Да, Degustation. На канале было уже, наверное, более 200 тысяч подписчиков. Уже хороший канал такой считался. Мы с ним посидели, очень круто пообщались. Очень он интересно все рассказывал, как все, с чем он сталкивался. Прикинь, Рагим, он в конце видео еще станцевал в Токио. И он там что-то так сказал. Я говорю, что, может, станцуешь, говорю, для нашей аудитории свой фирменный этот танец. Конечно, мне, наверное, не стоило. Но я там больше в роль ведущего вошел, думал, да, как элемент шоу, что, думаю, лезгинку танцует, каждый там танцует лезгинку на свадьбе. Думаю, то же самое практически. Только лезгинка национальный танец. Он говорит, хоть прямо здесь могу станцевать. Он это, знаешь, что, по типу, кто мне что сейчас скажет? Я вернулся. Он понял, он чуть на кураже такой был. Он думал, так, Газан там на моем имени бабки поднимает, а я что должен здесь? Это по типу моя история. И все, он станцевал, все, мы выложили за сутки этот ролик, конкретную цифру не помню, но то, что этот ролик за сутки набрал больше всего просмотров, чем мои предыдущие все видео. И это было за сутки рекорд по просмотрам. Хотя это не кулинарное, не Хазбик, ничего. И ты знаешь, там такой хейт был. Вот прям, вот знаешь, такой был хейт. Я растерялся, если честно. Я с таким первый раз столкнулся. Начали скринить меня, выкладывать в Инстаграм. Как ты там мог такого позвать, и выражаются туда-сюда. Хотя, когда я с ним вживую общался, очень приятный парень. И
И я не понимал, знаешь что? Вот так если оглянуться кругом там, неформалы с длинными там всякими непонятными крашенными прическами. И думаю, в этой всей суете вы бедолагу Абу Бандита, я думаю, как вообще разглядели. Просто у них остался, мне кажется, то восприятие старое к этому персонажу. И это все вылилось на меня, на мой Инстаграм, на мой канал на Ютубе. И мы приняли решение, что удалить это видео. Кто-то говорил, не надо было удалять, кто-то говорил, надо было удалять. А с Хазбиком история была, что мы с ним снимали рекламу, и сидели в прямом эфире в машине. Не для Ютуба, ничего, просто в Инстаграме, да. Он там про женщину что-то сказал, да? Нет, я ему привез пиццу. Чтобы он в машине покушал пиццу и сказал его, какая пицца бомба. Зашли в эфир, я, и он кушает пиццу, ха-ха-хи, в машине сидим. Общаемся, он жует пиццу, держит в руках телефон, и раз, без стука, без ничего, открывается дверь. Мы в эфире уже, люди там смотрят нас, слушают. И женщина так заглядывает. Хазбулла! Я думаю, это кто? Ты почему моего мальчика пострелял? И я молчу, и неудобно, думаю, как-то ее перебивать неправильно будет сейчас сказать, там, тетя, у нас эфир. Думаю, ей сейчас это было в Хушете, это была его соседка. Ее сына он с игрушечного пистолета пострелял, короче. Тот пошел маме пожаловался на Хазбика, а в этот момент мы с ним сидели в машине. И Хазбулла вот так держит телефон, и вот так смотрит в чат. Она его ругает, конкретно так ругает, отчитывает. Он вот так в чат смотрит и вот так его, как-то, что он ей конкретно сказал, я не помню, когда она его ругала. Теперь она ему, свою позицию она высказала, поругала, нотацию прочитала и хлопнула дверью. И он ей говорит в этот момент, вот я это никогда не рассказывал, первый раз рассказываю, он ей говорит, да иди нафиг, что-то такое. Но мата там вообще не было. И кто-то что-то смешное в этот момент ему в чате написал, и я тогда первый раз услышал, как Хазбулла смеется, а у него такой необыкновенный смех, прям звонкий, заразительный, вот мультяшный смех. И прикинь, из-за его смеха я начал смеяться. И выглядело так, что он ей сказал там, не иди там нафиг. Но она жестко его прессинговала. И выглядело, что он другое слово сказал, короче. И что вы из-за этого смеетесь? И что мы из-за этого над взрослой женщиной смеемся. Хотя после того, как мы завершили эфир, все, мы сразу потом завершили, я с ним поговорил, что сказал, Хазбулла, неправильно ты выразился. Даже, то, что ты так сказал. Я говорю, во-первых, это взрослая женщина, во-вторых, это твои соседи. Он говорит, да, я сам понимаю, тот мальчик мне что-то сделал. Вот он такой, да. И я не стал, просто свое озвучил, что Хазбулла же, он не ребенок, он взрослый парень. Я ему озвучил то, что так неправильно. В итоге проходит несколько месяцев. Кто-то в эфире сделал, оказывается, на тот момент запись экрана. И чисто такой контекст, где он ей вот это слово говорит, иди нафиг, что ли, что-то такое. И хахалует. А он же невнятно разговаривает. И казалось другое слово. Брат, очень большой хейт был. Вот прям и меня выкладывали тоже по типу... вот вы хахалуете. Вот вы над женщиной, над чьей-то мамой смеетесь. Какие вот мужчины пошли. И я вот каждому отвечал, там, скинь номер, созванивался и как-то уже решал вопрос, разговаривал, потому что они думали совсем другое слово. И как-то приходилось объяснять ситуацию людям, да, вот с этим я столкнулся. А так, тебя узнают вообще, да? Папу узнают, понятно. Тебя узнают? Не так, как раньше, на моменты, когда я был активным. Но периодически узнают. Вот сегодня к тебе ехал, подошли дети, попросили сфоткаться. И первый раз попросили автограф. Прикинь, никогда не просили. Но с узнаваемостью вот так на улице, что прям подошли, там сфоткались, редко уже. Ко мне даже чаще подходят сейчас. Вот это известная личность в этой республике. А так, что делаешь вот сейчас? Чем занимаешься? Если ты влог не снимаешь, типа чисто М-Токио, тренировки, да? М-Токио я сделал ремонт, сделал ребрендинг, переехал с одной локации, доставку перевез на другую, там это я все обозревал, транслировал тоже на канале. Рассказывал, с чем сталкивался, какие были проблемы, как я их там преодолел. М-Токио все нормально, оно работает, кафе отдельно, доставка отдельно.
Я, каждый день там кушаю, и мои дети кушают там. Друзья, люди, каспичане любят им Токио в Каспийске, заказывают. Кто будет в Каспийске, обязательно заходите к нам в гости. А если в гости не получается, можете позвонить и заказать доставку на дом. За рекламу сколько они тебе дали сейчас? Я им так от души сделал. И что у тебя, какие по итогу планы? Блог оставить или газ держать? По итогу, вся суть этого видеоролика озвучить моей аудитории то, что я хочу завершить фуд-контент, кулинарный влог. Я хочу его завершить. Почему? Ты знаешь, Рагим... Ты просто перегорел? Или есть еще какие-то причины? Это одна из причин. Я, во-первых, перегорел. Во-вторых, то, что касается вот с моей склонностью к полноте, меня тоже напрягает конкретно. В-третьих, чуть сложно с монетизацией, потому что есть свои расходы на оператора, на продукты, на бюджет, который закладывается в видео. Оно же там не обходится там 10-15 тысяч, там нормальная сумма. Один видеоролик может обойтись там 30 тысяч. 50 тысяч. И без рекламы сложно все время такой бюджет выделять. И я хотел бы объявить то, что завязываю с кулинарным блогом, скорее всего, с концами, потому что все время спрашивают: эй, брат, а что ты, когда выпуск с едой выйдет, там, когда выйдет видеорецепт? Понимаешь, это же творческий процесс, Рагим. Да. А когда творческий процесс, ты должен подойти туда с настроением, с желанием. Если вот этого у тебя нету, я думаю, это все как-то на камеру видно и передается через экран. Мне больше нравилось, когда я веселый, такой с азартом подходил к видео. Я очень серьезно к видеосъемкам подходил. Вот Гаджи Ахмед знает. Я могу целый день там шутить, быть на веселе, все прикольно. Но когда дело доходит до работы, я концентрируюсь и очень серьезно отношусь. Да, я хочу завязать. А есть какие-то мысли? Или ты хочешь так, типа, сюрпризом, вот потом узнаете? Да, есть. Или просто лайв такой стайл снимать? Да. Знаешь, что я еще хочу добавить? Вот я себя как будто какие-то в рамки загнал. Все, у меня кулинарный блог, и все. Только это должен делать. А тут, например, вот сейчас там поговорил с человеком. Да, а сейчас я себя не ограничиваю. То есть мне завтра захочется снять travel влог. Ты поедешь с ними? Я поеду за границу или какой-нибудь там другой город. Но ты будешь там что-то готовить? Возможно, я буду заходить в заведение и там что-то давать, какую-то оценку блюда. Это тоже же фуд. Еда. Фуд типа нога, да? Футбол. Да. Поэтому я не хочу себя загонять в рамки. И сейчас у меня, знаешь, какой момент? Я вот хочу найти вот эту веревочку, за которую я буду тянуть вот этот свой какой-то контент, который будет мне и нравиться. И ты с кайфом его будешь делать, и он будет пользу приносить. Да, и будет интересно. И бабки приносить будет. И бабки будут приносить, да. Знаешь, я что скажу зрителям тоже. Когда вы занимаетесь своим любимым делом, которое вот вам в удовольствие, в радость, и не думаете о деньгах, то через время... Деньги откуда-то приходят, да, сами? Оттуда-отсюда? Не оттуда-отсюда, а вот от вашего любимого дела. Имеется в виду, начинают какие-то приходить там запросы и так далее. Появляется, да, вот этот финансовый доход, когда ты занимаешься любимым делом, не в тягость, не с таким, типа, опять на работу идти, а вот это уже проверено, это с чем я столкнулся. Прикинь, уже 25-й год, через пару месяцев. И еще, знаешь, мне сейчас уже 30 лет. 35, что будешь делать? Не знаю, что буду делать в 35, но сейчас, прежде чем что-то выложить, или что-то на камеру сказать, что-то сделать, я думаю уже и пересматриваешь. Пересматриваю, но много раз бывало, я вот так загружал, удалял. Думаю, да не серьезно. А что буду делать в 35? Взросляк, короче, ты уже, да? 30-ка, взросляк. Это зрителям судить, да. Они меня помнят разным вообще, по идее. Когда я прикинь... Вот я сейчас не могу себе представить, чтобы я позвал Хазбулу. И с ним сидел ха-ха. И пошел с ним на квест. И там бегал. Вот я, например, как думаешь, у меня в Ютубе, если бы я что делал, было бы интересно смотреть? Мне интересно твои подкасты смотреть.
Ну, а еще кроме подкастов? Кроме подкастов, даже не знаю. Надо подумать. Лайв, может, какой-нибудь? Лайв, да. Ну, интервью, короче, если я разговариваю... У меня в формате типа беседы, диалога интересно контент доводит. Да, обзоры у тебя интересны. Мне кажется... Обзор можно чайга сдать. Вот знаешь что? Вот без разницы там... какой предмет, какой продукт, пусть это будет там шашлык или же там... Кубик-рубик. Кубик-рубик или какая-то машина, если ты подойдешь к этому и начнешь обозревать, и даже вот просто... Интересно, да, смотреть? Мне интересно смотреть. У тебя это получается. Я вот как вижу. Попробовать, может, газ дать. Можешь попробовать. Вот видишь, я тебя озвучил. А у меня такого не было, чтобы мне пришли и сказали, кроме кулинарного контента, что я еще могу транслировать, что будет у меня получаться, и у меня получается, и будет интересно зрителю. Как думаешь, что? Есть такая идея, вот мы уже отсняли ее. Я полетел в Дубай и совместил отдых, приятное с полезным, и мы сняли там travel-влог. На мой взгляд, мы еще его до конца не смонтировали. Он скоро выйдет. Следующий выпуск на канале будет travel-влог с Дубая. На мой взгляд, я там чуть, знаешь, какой? Скованный, зеленый, не в своей тарелке. Вот эта вся история, понял? Орел и решка. И теперь я в их роли ведущего. Там больше получился не то чтобы travel-влог, а гастротур, наверное. Но я, знаешь, на что обратил внимание? Начало съемок travel-влога, конкретно из Дубая, и конец. К концу этого выпуска я уже намного себя стал увереннее чувствовать, уже как-то чувствовать начал вот этот ритм. Но я почему-то думал, что это намного легче, чем кулинарный влог. А оказывается, нет. Это сложно. Travel-влог снимать сложно. Конечно, там так и бюджеты другие, брат. И бюджеты другие. Канал не будешь переименовывать? Есть такие мысли, переименовать канал. Ну, шеф готовит, и что ты в Дубай поехал, не готовишь ничего? Думаю, может просто Мухаммад Муртузалиев назвать. Насчет названия или брендинга канала, нужно подумать. Я думаю. Я думаю, нужно переименовывать. Вот. Ты знаешь, у всего есть свое начало, Рагим, и свой конец. Также и у моего канала тоже, вот, например, шеф готовит, было начало. Интересно, я считаю, что интересная история, у вас я 500 000 Типа, можно так, знаешь, как закончить? Мы же уже подытожить должны даже. Да. Типа, ну вот и подошла к концу глава, которую ты писал. Давай, да. Вот у всего есть свое начало, Рагим, и у всего есть свой конец. Но, как правило, конец – это начало чего-то нового. Ты понял? И что, все? Нет, я думаю, что вот этот мой конец кулинарной истории – это начало чего-то нового, того, чего я, возможно, еще сам не вижу и не знаю. Но надеюсь, что будет интересно, надеюсь, что у меня получится. Как думаешь, мы вообще в целом вот в таком формате, то, что мы так затянутые, такое, как даже это не интервью, а такое общение, понял, двух кентов, можно сказать. Думаешь, в каком плане? Вот как думаешь, оно людям зайдет, не зайдет, твое мнение? Я думаю, если они никуда не спешат, там, не за рулем, не где-то, а пришли домой. Посмотреть, да? Да, вечерочком, и свободы, нет никаких дел, включить, послушать наш разговор. Я думаю, для моей аудитории, которая за мной следит и меня смотрит, им будет интересно. Им будет интересно. Я так думал. Вот такие дела, ребят. А так, вкусно здесь, честно сказать. Да, вкусно. Осетрина топ. Выделил несколько интересных историй. Как-то раз мы решили снять видео в формате охота-готовка. Я прописал сценарий. Это мои любимые же. Вот, кстати, оно не набрало немного просмотров, но люди, которые знают предысторию... Помнишь, мы как смотрели его? Да, вот, например, Арсланбек. Я думаю, все знают Арсланбека. Арсланбек Даудов, кстати, у него была свадьба. Арсланбек, я тебя от души поздравляю. И желаю крепкого семейного благополучия, счастья. Так вот, мы смотрели это видео с Арсланбеком после того, как я ему рассказал предысторию про это видео. Я вам клянусь, говорю, Арсланбек... Вот просто задыхался от смеха. Он мне звонил уже по видео. Тоже я слышал, как он задыхается. Да, он задыхался, он валялся на полу, за живот держался и смеялся. Вот, рассказываю. В общем, все же знают Асадуллу, да?
я всегда его в роликах представляю по типу Асадулла, ты как всегда вовремя к столу. Ага. И он заходит, он такой, да, он добрый персонаж, Асадулла, это мой одноклассник. Вы его часто видели у меня в гостях в беседке. Он сам инициатор, как правило, он любитель вот так прийти, сняться, ему вот эта атмосфера нравится. И раз ему нравится, и зритель к нему уже как бы привык, потому что он один раз появился, два, три, и вот так. Я его уже оставил как лицо, которое, ну, зритель нормально, лояльно относится. Он приятный персонаж. В общем, я не знаю, Асадулла, наверное, меня убьет, если я сейчас расскажу. У него была кое-какая проблема со здоровьем. Он геймерная история. Да. Он, короче, ему сделали небольшую операцию. Мы поехали с ним на локацию в озеро Аджипапас. Мы очень хорошо подготовились к съемке. Я купил форму охотников, взяли охотничьи ружья. Единственное, что мы не учли, оказывается, мы хотели утку приготовить. Сначала ее там отстрелить. Я вообще никогда в жизни не был на охоте. Я не знаю, как это делать. Я не умею охотиться. На рыбалке, это понятное дело, я бывал. Мы приехали туда, на локацию, и нам там местный был сторож, да, егерь или кто, сторож, да, который смотрел за этой локацией. Он сказал, сейчас не сезон уток. А мы, прикинь, я вот это все учел, но вот этот момент не учел. Он говорит, сейчас не сезон уток. Я говорю, мы ехать не близко. Столько потратились, и как-то уже надо снять. Я ему говорю, надо что-то придумать. Обязательно надо снять ролик, как мы ловим здесь утку и готовим ее. Он говорит, знаешь, сейчас все утки отсюда улетели. И есть такие, которые, ну, у кого там раненые утки, у кого крыло там больное, которые не улетели и просто здесь застряли, короче. Он говорит, если вы их найдете. Во-первых, прикинь, там как получилось. Мы как будто не на утку, а на льва там шли, вот там видео, такие фрагменты. Всем рекомендую посмотреть видео-выпуск у меня на канале «Охота на утку». Мы там с Асадуллой, озеро Аджипапас, там красивая съемка с коптера, ну, красиво, короче, монтаж, все дела. Мы вот так с ружьем идем, и ты знаешь, вот как будто бы они на войне где-то, против львов, там, каких-то чудовищ, а не против утки. Во-первых, это было очень смешно. Мы вели себя не как охотники на уток, а как будто, я не знаю, против Чак Норриса приехали драться. По итогу мы где-то там в камышах нашли маленькую утку, которая затавилась, и ее подстрелили как дичь. Но чтобы ее забрать, нужно было одеть вот этот комбинезон рыбацкий, понял? Вот его у нас не было. Этот егерь откуда-то нам его принес. Я Асадулле говорю, ты, говорю, залазишь, все, говорю, ты в главных ролях, твой выход, Асадулла. А у него только операция была, ну, не буду говорить, да, я думаю, так люди примерно понимают, но была операция у человека, я об этом не знал. И он и ходил он немного чуть странно, но прикинь, он наплевал на эту операцию, то, что он еще до конца там не реабилитировался, он одевает этот комбинезон, было холодно, это, наверное, где-то осенью. Дело шло, да, поздней осенью. Одевает комбинезон, заходит туда, и вот знаете момент, когда он зашел уже по пояс, грубо говоря, по пояс, я так на него смотрел, он вот так сделал. Оказывается, у этого комбинезона сзади было отверстие, и холодная вода просочилась ему туда, короче. И заболел. Да, вот у него лицо изменилось, он там чуть потерялся, но он отыграл как смог, короче. По итогу он заболел и повторную операцию сделал. Это, не так смешно, но операция тоже как бы несерьезная, прям такая. Мини-операция. Мини-операция, и я не знаю, к месту будет эта история рассказана, но она была очень смешная, и выпуск получился. Но такой. в целом вот этих, я же большой фанат вот именно вот этих 2-3 выпусков, где ты на утку охотишься, где ты рыбу ловишь, да, где осетр, да? Да, где рыбу... И ты вот так шатается. Да, я снимал как раз шашлыки за осетрины. То есть я не просто поехал на рынке, купил осетрину. Тут еще эта история расскажет о моем отношении к видеосъемке, к блогу, к своей работе. Я не поехал на рынок, не купил рыбу, не привез домой, не приготовил шашлык. Я заказал в одном из заведений города
живого осетра. Нам его привезли на назначенную дату в аквариуме. Все, она плавала. Дело было зимой. Я договорился с лодочником, который отвезет нас на 8-й цех. Кстати, приезжали в Каспийск корреспонденты Discovery зимой и хотели отснять выпуск С 8-го цеха. с 8-го цеха, да. Они не нашли здесь лодку, и кто их отвезет. И как-то отложили эту съемку там на более благоприятное время года. Прикинь, я уговорил этого лодочника, я его нашел, я ему переплатил. Договорился. Вот этот 8-й цех напоминает, я не знаю, зрители помнят, не помнят, смотрели в детстве. Форт Боярд. Форт Боярд. Помните вот эту историю, передача Форт Боярд? Вот этот 8-й цех, он похож на Форт Боярд. Так вот, он похож на вот этот Форт Боярд, и я хотел наложить музыку, то есть Из Форт Боярд. из Форт Боярда минусовку. Мне Гаджи Ахмед говорит: слушай, Мухаммад, там авторские права, и мы за этот ролик монетизацию не получим. И, возможно, есть риск, что вообще видео заблокируют. Знаешь, что я сделал? Я, это вообще трэш. Я нанял музыкантов, приехали музыканты на дом. Мы взяли такую комнату, от шума изолировали, все, они настроили свои клавиши. И вот эту музыку, минусовку, они наиграли сами. Получается, там чуть интонацию, там тон поменяли, ритм, все. Но в целом звучит как будто бы с Форт Боярда. Вот это. Напеть сможешь? Ну, понятно. В общем, давай добавим сюда. Можно добавить? За отдельную плату. Да, за отдельную плату мы сейчас... В общем, мы это сами записали и наложили. Прикинь, это уровень, да. скажи. Вот поехали, сняли. И в чем прикол этой всей съемки? Я же поймал осетра якобы. Ага. Закинул удочку, мы заснули 8-го цеха зимой. Красивые кадры 8-го цеха, где он во льду, там, с одной стороны. Поднял, поймал осетра, прикинь, и в Каспийском море осетр, грубо говоря, на берегу, там, 4 километра вниз. И приготовил. Один день ко мне звонок не помню, как называется. Рыбнадзор какой-то, да? Рыбнадзор. Меня вызвали, я приехал, и меня оштрафовали за ловлю осетровых, да. И ты реально штраф заплатил? Да. А ты им не сказал, типа, как? Я им объяснил, они говорят: предоставьте видеофиксацию, как вы забираете с аквариума, предоставьте чеки, а у меня этого всего не было. И, во-первых, мне заведение не дало чек, но я не просил чек, может, они дали, я не взял. Как я захожу за видео, в этот момент я не просчитал, короче. Как я захожу в заведение и беру рыбу оттуда, живую. А сколько штраф? Штраф на тот момент сколько? По-моему, 10 тысяч рублей. Немного? Да, небольшой штраф был. Они мне написали 10 за маленькую эту рыбку. А осьминога ловил-то? Осьминога, да. Тоже смешная история была, но не такая, как со осетром. Ну вот это, да, это, честно говоря, интересная история. Надо тебе вот в новой главе что-то тоже додумать туда. Ага. А так, в конце, конечно, хотелось бы тебя поблагодарить, что ты меня потянул в таком формате для твоего канала. Новый формат даже. И ты говоришь: Рага, давай нам вместе снимем это туда-сюда. Мне очень приятно, Рагим, что ты пришел и поддержал, потому что сегодняшний выпуск, он для меня особенный, если честно. Я даже переживал сегодня, вот как Ахмед видел. Прикинь, я испытывал сегодня перед началом волнение. И прям вот хорошее такое волнение, радостное какое-то волнение. Как будто бы этот выпуск какой-то особенный. Вот знаешь, вот какой-то он как будто особенный, как будто после него что-то произойдет хорошее, короче. И вот с таким вот настроением я ехал за тобой, с таким настроением я начинал снимать. Наверное, потому что это же какая-то моя часть, отрезок моей жизни, который я посвятил зрителям, каналу, своей аудитории, контенту. И я считаю, что я это сделал хорошо, без всякой грязи. Очень важно то, что сейчас очень много мата, всякой, запретных всяких ставок, туда-сюда. Люди на все закрывают глаза, газуют. Ставки, связывались, у меня был раньше менеджер по рекламе, через менеджера связывались со мной. И они, знаешь, они платили... X, короче, во-первых. Во-вторых,
не за одну рекламу, они сразу оплачивали там за 10 реклам, и график тебе давали там на месяц, ты должен это все отработать. Я не хвалюсь, какой я хищник или там что. Не, ну это правильно. Азартные игры, ставки, в них нету блага, и это, ну, запрещено. Я считаю, что одно дело, знаешь, что, Рагим, когда ты сам грешишь, например, в чем-то, а другое дело, когда ты еще популяризируешь это, рекламируешь, призываешь и других. Я считаю, это уже вообще, ну, нехорошо, да. А в целом, вот по этой всей причине, наверное, то, что это видео для меня такое трогательное немного, да, для моего сердца. В общем, большое тебе спасибо, что ты пришел, поддержал меня. Мы с тобой с какого? С 2017 года где-то знакомы. Да. Я рад, что с тобой знаком. И что вообще в моем окружении есть такие ребята, как ты, мне очень приятно. Я во многом беру, честно сказать, с тебя пример, когда смотрю там твои какие-то видео или твое общение с людьми. Я думаю, ты пример для молодежи. Берите пример с меня, да. Так видите, как все нужно двигаться. На этом попрощаемся, наверное. Да. Ну, ты попрощайся, я что? Всем салам алейкум. А ты, может, еще что-то хочешь сказать? Я хочу сказать, что каждого своего зрителя я очень люблю, уважаю. Я всегда читаю комментарии. Ну, правда, не всегда отвечаю на комментарии, но что прочитал, пролайкал, это, для меня важно, короче. Поэтому спасибо вам большое, что смотрели меня, поддерживали, мотивировали. Благодаря вашей мотивации, вашим комментариям я старался снимать чаще какой-то фуд-контент, который не просто там наберет просмотры, а который вы можете повторить дома. И это все останется на канале, несмотря на то, что в перспективе, возможно, канал я буду переименовывать. Переформатировать. Эти все рецепты, это вся история, тот вайб остается на канале. И надеюсь, что я найду какую-то свою нишу, новую контента, который мне будет в радость, как говорится, в удовольствие, удовольствие, да. До встречи, да. Ждите выпуск из Дубая, будет travel vlog, и, пожалуйста, не судите его строго, это будет первый мой travel vlog. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Шеф Готовит. С вами был я, Мухаммад Муртузалиев, и сегодняшний мой гость Рагим Агабов. Салам алейкум. Алейкум салам. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пробой. В городе мне жители на выселках, камням лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Кто пойдет по следу